Железнодорожный подъем имеет длину 500 метров при повышении пути на 1 метр. Какова сила тяги электровоза при равномерном движении поезда на подъеме, если масса поезда 400 тонн, а сила сопротивления движению равна 11,8 килоньютонов? Так известно, что длина пути равна 500 метров, и на этом пути есть повышение на 1 метр. Масса поезда равна 400 тонн. Сила сопротивления движения, сопротивление напишем, 11,8 килоньютонов. Нужно определить силу тяги электровоза. Это H равно 1 метр, повышение 1 метр и длина L равно 500 метров. Электровоз движется здесь. Было бы неплохо, если распределение этих сил посмотреть в задаче 0,03,0,20. Там идет распределение сил на наклонной плоскости. В данном случае есть вес поезда, понятно, что P. Это P будет действовать на эту наклонную плоскость двумя силами. Одна сила будет перпендикулярно самой наклонной плоскости идти. Она будет компенсирована, эта сила, которая разложить вот эту силу, вес, разложить на две составляющие. А другая сила будет противодействовать в эту сторону. Сила N будет противодействовать реакции самой железнодорожному пути, не даст возможности опускаться ниже. А вот эта противодействующая сила, она будет пытаться заставить поезд двигаться в эту сторону. Сама тяга электровоза должна преодолеть эту силу. И плюс еще к тому, что есть еще, оказывается, сила сопротивления. Она зависит от самих колес, от многих факторов, но определена у нас как 11,8 килоньютон. Фактически сила тяги электровоза, и если равномерное движение, должна быть равна сумме этой силы плюс сила, которая является элементом скачивания поезда назад. Посмотрим этот треугольник. Отношение катета, здесь будет прямой угол, если рассмотреть это все. Силу вот эту, которая у нас к скачиванию, обозовем ее T. T относится к P, как сила будет, которая в этом катете будет лежать против угла, острого угла T, разделить на P, равно синус альфа. Альфа здесь у нас известен. А из этого большого треугольника синус альфа это будет единичка, 1 метр, делить на 500 метров, будет 1/500. Это будет сила, которая тянет вниз. Итак, у нас F, сила, которая будет тягивать электровоза, будет равна силе Fs, которая дана, то есть силе сопротивления, прибавить вот эту силу T. Давайте посчитаем, что у нас получается. Подставим сюда значение, будет равно 11,8 килоньютона. Прибавить, и теперь сила T, чему равна? Отсюда T мы можем определить. T равно P умножить на синус альфа. Подставляем P, это сколько у нас будет? 400 тонн на 10 третьей степени килограмм сразу подставляем. То умножится на G, 9,8 метра за секунду в квадрате, потому что P у нас это что? Это mg, и множится на синус альфа. А синус альфа это 1 единичка делить на 500. И равно 11,8 килоньютона. Прибавить вот это все нам даст, если мы перемножим 7,84 килоньютона тоже. Это будет равно 19,64 килоньютона. Сила тяги электровоза будет направлена на преодоление силы сопротивления. Сила сопротивления может быть разная. И трение в колесах, и встречный ветер, все что угодно. И плюс еще сила скачивания Т. F равно 19,64 килоньютона. И еще раз хочу обратить внимание о том, что руководствуясь данными вот этого файла, показано, каким образом происходит разложение сил на плоскости угол альфа наклон к горизонту. Причем доказано о том, что этот угол альфа равен этому углу альфа. Каким образом это все можно сразу записать. Поэтому я особенно на этом не останавливался, а просто делаю ссылку на вот этот файл, который можно детально рассмотреть. Там с точки зрения геометрии все очень доказано.